Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. В этой серии я расскажу про основные ошибки, которые допускают во время затирки швов. Заключительная серия плиточных работ в моем проекте «Переделка хрущевки от А до Я». В прошлом ролике я доделал укладку плитки, а также смонтировал внешние углы из нержавеющего профиля. Остался последний этап работ. Это затирка. Плитка готова, а теперь про основные ошибки, которые можно допустить во время затирки швов. Про ошибки я буду рассказывать параллельно каждому этапу затирки. Первый этап – подготовка стен под затирку. Эта ошибка самая банальная, самая примитивная, можно так сказать, детская. Нанесение затирки на грязную плитку и грязные швы. После укладки плитки на стенах остается очень много грязи. Во-первых, это, конечно же, плиточный клей. Во-вторых, следы от разметки карандашом или маркером. В-третьих, разводы от грязной воды после того, как резали плитку на электрическом станке. В-четвертых, это просто пыль или воск, который мог остаться на плитке. Перед нанесением затирки плитку обязательно нужно помыть и почистить швы. Если швы грязные, то прочищаю пластмассовыми клиньями. В особо тяжелых случаях использую малярный нож, но очень аккуратно, чтобы не сколоть края плитки. Вторая ошибка – это использование грязного инструмента для замеса затирки. Как это странно не звучит, но реально у некоторых хватает мозгов вот взять такое грязное ведро и примерно такой же венчик и замешать затирку. Чем люди думают, я не знаю, но это реально происходит, то есть это не шутка. Также почему-то используют грязную воду для замеса затирки. Инструменты и емкости должны быть чистые. Есть специальное ведро для замывки, называется скипер, значительно облегчает процесс нанесения затирки. Третья ошибка – это неправильный замес затирки в плане добавления количества воды. Я всегда рекомендую замешивать затирку, даже если это не эпоксидная, а обычная цементная, строго по весам. Производитель рекомендует на 1 кг затирки добавлять 300 мл воды, плюс-минус 10 грамм. Если вы добавляете воды слишком много, то, соответственно, консистенция уже совершенно другая. Появляются высолы, то есть проявление соли. Цвет может меняться, если затирка слишком густая, то, соответственно, с ней неудобно работать. Плюс ко всему не хватает воды для гидратации цемента. Всегда меряйте затирку и воду на весах. Для затирки плитки в санузле и на фартуке в кухне использую затирку Церезит. Это новое поколение затирки, которое позволяет получить качественный результат. У меня есть пробник по цветам. Такой набор образцов можно заказать по программе лояльности для строителей Церезит Pro. Для кухни используется белый цвет. Для санузла серый. В углах будет силикон соответствующего цвета. Затирку замешиваю по инструкции на весах. Очень удобная затирка. Продается с емкостью, в которой можно произвести замес. Замес произвожу с перерывом в 5 минут. Затирку буду наносить при помощи резинового шпателя. Это важно, так как одна из ошибок является нанесение затирки металлическим шпателем. Металлический шпатель оставляет следы на плитке. Следующая ошибка – это нанесение затирки на сухую керамическую плитку. Если это керамическая плитка, то перед нанесением обязательно плитку швы нужно смочить при помощи пульверизатора, потому что у керамической плитки очень высокое водопоглощение, и, соответственно, вода будет уходить из затирки в плитку. Дальше получается, что не хватает воды, не происходит гидратация цемента, затирка может поменять цвет, выкрашиваться, получится некачественный шов. Это не касается керамогранита. У керамогранита низкое водопоглощение, поэтому его можно предварительно не смачивать. Работаю резиновым шпателем и металлическим для накладывания затирки.
Затирка наносится таким образом, чтобы она попадала как можно глубже в швы, как минимум на 2/3 глубины шва. С керамогранитом особо можно не спешить, так как у него низкое водопоглощение. Единственное, что плитка текстурная, и затирка может забивать сам рисунок. Замываю при помощи скипера. Скипер позволяет убирать затирку таким образом, что плитка остается полностью чистой. Все стены делаются одинаковым образом, кроме угловых швов. Какая особенность этой плитки? В том, что она рифленая, и у нее очень ярко выражена текстура, и поэтому затирка забивается в саму плитку. Поэтому я не могу долго держать затирку на керамограните и вынужден практически сразу через 10 минут смывать. А вообще на керамограните затирку можно держать минут 50, потому что у него низкое водопоглощение. Следующая распространенная ошибка, когда плитка делается на скорую руку и затирка делается по свежеуложенной плитке. Так делать нельзя. Обычно затирку можно наносить только на следующий день после укладки плитки. Если затирку нанести на свежий клей, на свежеуложенную плитку, то в 90% случаев затирка пойдет пятнами. Следующая ошибка – это вымывание швов мочалкой. Что такое вымывание? Когда вы обычной мочалкой смываете затирку, получается, что вы слишком много удаляете затирки и оголяете края плитки. Получается шов глубокий. Одно дело, когда вы замываете швы губкой на пластмассовой основе по диагонали. И совсем другое дело, когда вы обычной мочалкой вымываете затирку из швов. Получается вот такой вот результат. Вот примерно насколько глубоко затирка должна заходить в шов. Чем глубже, тем лучше. Вообще, самая главная проблема, с которой мастера сталкиваются при работе с цементными затирками, это затирка идет пятнами, появляется разнотон. Что у нас написано в инструкции? Разная впитывающая способность боковых кромок плиток, неравномерное высыхание, избыточное содержание влаги в основании могут привести к различию оттенков цвета затирки в швах, то есть затирка идет пятнами. В принципе, все вот эти вот ошибки, свежий клей под плиткой, разная глубина шва, разное количество воды, грязная плитка, грязная вода, все это может привести к разнотону. Нанесение силикона в углы. Для этой работы понадобится силиконовая затирка CS25 серого цвета с противогрибковым эффектом, маленький резиновый шпатель, мыльный раствор. В случаях, когда плитка рифленая, обычная малярная лента. Силикон наносится в углы, затем брызгается сверху мыльным раствором и стягивается шпателем. А вообще про силикон можно снять отдельный ролик, или даже несколько. У меня уже есть готовый ролик, ссылка на него будет в описании. Лучше всего работу с силиконом показывать на стендах, так как на реальном объекте все нужно делать быстро, потому что силикон заветривается. Вот пример из моего старого ролика 4-летней давности. Наносится силикон в угол. Сверху брызгается мыльный раствор и просто снимаются излишки.
Шов получается аккуратный. По такому же принципу наношу силикон в санузле. Единственное важное правило – работаю снизу вверх, чтобы мыльная вода не попадала в пустой шов. Углы – это зоны концентрации деформационных подвижек и усадочных процессов, и именно силикон может удачно противостоять им без отслоения. Излишки силикона снимаю на бумажное полотенце. Силикон между трапом и мозаикой буду наносить при помощи малярной ленты. Острым предметом очищаю шов от мусора. Далее все нужно пропылесосить. Снаружи и внутри все оклеивается малярной лентой. Только остается шов для силикона. Заполняю шов силиконом. Силикон серый, в цвет затирки. Излишки снимаю шпателем. Под боком важно иметь большое количество бумаги, чтобы вытирать силикон. Теперь можно снимать защитную пленку с профиля. Вот такое количество использованной бумаги осталось после этой работы. Санузел почти готов. Инсталляция будет обшиваться мебельной конструкцией. Смета на материалы и работу. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. Самое главное в это время не болеть. До новых встреч! No, you've been a good friend, and that's in the thick and thin.